Итак, давайте посмотрим. Это у нас вот низ платья. Низ платья как бы имеет вот такую вот неровную форму, да, у нас вот тут разные элементы, которые заканчивают платье. Ну, так как я закомплексовала, решила, что платье мне коротковато, я решила привязать еще вот такую вот ленту и удлинить платье. Ну, сантиметров на 5 получается. Вот как вязать вот этот цветочек я вам уже показывала. Уже есть такое видео, можете найти. И чтобы удлинить платье, я связала вот таких вот одинаковых элементов 19 штук и сразу же соединила, ой, 18 штук, и сразу же соединила их в ленту. Теперь нам остается просто выложить на планшете вот этот вот наш край платья, выложить вот эту вот ленту. Уже как выкладывать так или так, это уже на вкус. Так, наверное. Вот. И затем просто сеточкой заполнить вот это вот пространство, которое будет у нас образовываться между низом платья и вот этой лентой. И тогда мы получим вот такой вот ровный край нашего платья. Но я как бы хочу сейчас вам показать, что до того, как я начну пришивать ленту, я хочу еще обвязать вот низ ленты вот такой вот законченной обвязочкой, чтобы лента тоже имела такую вот уже финишную форму. Чтобы начать вязание от уже готового элемента, я продеваю кончик нитки в иголочку. И давайте посмотрим просто вот место, от которого я буду начинать вязание. Вот, допустим, от этого пико я буду начинать вязание. И я заправляю ниточку так, чтобы вот этот вот хвостик у меня оказался вот в этом пико. То есть я начинаю заправку от пико. Вот в этом пико я просто протягиваю ниточку вот так вот под петельки уже готовые. Вот так вот, не сильно много ее нам нужно. И протягиваем нитку. Протягиваем и закрепляем ее под... Вот. Ниточка у нас теперь закреплена. И вот она теперь у нас находится вот с этой стороны, с лица. Мы можем ее взять и можем начинать наше вязание. Итак, начинаем обвязывать наши цветочки, низ. Вытягиваем петельку и делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрепляем арочку в пико нашего цветочка столбиком без накида. Делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек снова. И закрепляем нашу арочку между цветочками. Вот здесь вот между цветочками тоже столбик без накида. Следующие 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова столбик без накида в следующее пико. И вот так вот продолжаем наше вязание по всему кругу. Пока 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И закрепляем в пико столбиком без накида. Вот таким вот образом нам нужно обвязать по всему кругу все цветочки вот такими вот арочками по 8 петель. Итак, мы обвязали по кругу арочками наши цветочки. Теперь эти арочки нужно обвязать столбиками без накида. Вот эту вот верхнюю арочку обвязываем 10 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 столбиков без накида вот здесь вот на арочке над цветочком. Вот эти вот арочки, которые между цветочками,
мы каждую обвязываем по 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков под арочку. И под следующую арочку между цветочками тоже 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Вот это у нас как раз раппорт узора, да? Над верхней частью 10 столбиков, над этими по 8. И таким образом продолжаем до конца ряда. Итак, ряд столбиков мы закончили. Следующий ряд мы с вами будем вязать столбики, точно такие же столбики без накида. Вводим крючок за обе петли косички сверху, делаем столбик без накида. И в каждый столбик нижнего ряда провязываем по одному столбику этого ряда следующего. И вот таким вот образом обвязываем второй ряд столбиков. Вот смотрите, сейчас мы вяжем столбики без накида по одному в каждый столбик нижнего ряда, чтобы создать вот такой вот плотный край из двух рядов столбиков. Давайте мы с вами довяжем вот до этого угла. Я покажу, как вязать в углу. В каждый столбик нижнего ряда мы провязываем один столбик. По одному столбику за обе петли косички. Вот смотрите, так как в уголке у нас, давайте посмотрим, если мы выложим наше изделие, у нас получается здесь как бы фестончик, да? И вот уголочек, чтобы он у нас не заминался, мы уголочек не будем довязывать до конца. То есть мы провязываем, но одну петельку до конца уголочка мы не довязываем. Вот смотрите, провязываем еще одну петелечку и еще одну. Вот, провязали. Вот. А вот эти вот две петельки, вот последнюю петельку с этой арочки и первый столбик вот с этой арочки, мы не будем провязывать, мы их пропустим. Мы их пропустим, вот 1 и 2 пропустили. И вот начинаем обвязку следующего фестончика, пропустив 2 столбика внизу, чтобы у нас вот здесь вот не зажевывало вот эту вот нашу вот этот уголочек, чтобы он, ну, как бы красиво лежал. Не было, чтобы вот такой вот нахлестика друг на друга. Вот здесь вот пропустили немножечко. И дальше точно так же в каждый столбик нижнего ряда провязываем по одному столбику. И так вяжем до конца круга. Весь круг обвязываем вторым рядом столбиков без накида. Итак, мы завершили второй ряд обвязки столбиками. Вот у нас получился вот такой вот краешек. Вот сейчас мы находимся вот в этой точке. И завершающий ряд нашей обвязки мы будем делать по изнаночной стороне. Для этого делаем одну петлю подъема поворота и поворачиваем нашу ленту изнанкой к себе. Вот изнаночной стороной поворачиваем к себе. И сейчас мы с вами будем делать узелки. Вот по изнаночной стороне мы будем делать узелки. Вводим крючок в первую петлю от крючка и вытягиваем на крючок одну петлю. Делаем накид, вводим в ту же самую петлю, вытягиваем второй раз. Снова делаем накид, вводим крючок в петлю и вытягиваем третий раз накид. И провязываем все 3
накида петлей за один прием. Теперь смотрите, вот здесь у нас ниточка, и вводим крючок в следующую петлю нижнего ряда и провязываем через эту петлю рабочую нить одновременно через 2 петли. И вот у нас получился такой узелок. Давайте в следующую петлю вводим крючок, вытягиваем 1, накид, вводим в ту же самую петлю, накид 2, снова накид и в ту же самую петлю 3. И рабочую нить протягиваем через все петли на крючке и вводим крючок в следующую петлю и протягиваем рабочую нить через обе петли на крючке. Таким образом у нас с лицевой стороны получаются вот такие вот узелочки. И вот такими вот узелочками нам нужно с вами обвязать весь край нашей ленты. Вот по всему периметру просто вяжем вот такие узелки. Вытянули, накид, вытянули, накид, вытянули, протянули и закрепляем узелок в следующую петлю вот так вот одним движением. Вот 3 узелочка сейчас пока видно. Дальше продолжаем в таком же духе, пока не закончим весь ряд. Итак, заканчиваем ряд. Еще вот один столбик, еще один узелочек у нас здесь вот поместится. 2, 3 виточка. Провязываем одним движением и закрепляем вот так вот. Давайте посмотрим, да? Вот узелочки у нас сошлись. И теперь мы обрезаем ниточку. И протягиваем ее через последнюю петельку. Просто протягиваем и затягиваем. Для того, чтобы ниточка у нас не распускалась и не мешала нам в следующей работе, мы заправляем ее в иголочку и хвостик закрепляем. Вот видите, вот у нас 2 соседних узелочка, они как будто болтаются между собой. Давайте вот за этот вот узелочек затянем иголочку, проденем и вот как бы подтянем вот эти узелочки друг к другу, чтобы у нас с вами создалось как бы цельное вязаное полотно. Вот. И теперь у нас узелочки выглядят так, как будто вот они родные встретились. И ниточку закрепим под петельки нижнего ряда, куда-нибудь вот так вот протянем, чтобы хвостик у нас не выдернулся в процессе эксплуатации изделия, стирки и так далее. Ниточка хлопковая, поэтому продевать можно не очень далеко. Все. С этим мы справились. Теперь оставшиеся ниточки нужно просто обрезать близко к краю. И вот ниточка на последнем еще здесь осталась. Все, ниточки обрезали. И вот теперь смотрите, что у нас получилось. Вот у нас теперь еще не отутюженная получилась вот такая вот тесьма. Вот такая вот тесьма для низа платья. Следующий этап нашей работы по оформлению низа платья — это присоединить нашу с вами уже готовую тесьму к низу платья. То есть разместить на планшете и прошить сеточку вот в этом вот месте. Давайте возьмем планшет. Итак, платье нужно вывернуть на изнаночную сторону. И натянуть на планшет. Вот так вот натянуть на планшет платье изнаночной стороной к себе. Да?
точно так же изнаночной стороной к себе нужно закрепить нашу тесьму. Вот тесьму нужно закрепить изнаночной стороной к себе. Распределяйте ее равномерно, чтобы нигде ничего не тянуло. Теперь нужно с помощью вот таких вот булавочек просто на планшете зафиксировать низ платья. Вот очень густенько. И зафиксировать нашу с вами тесьму. Вот так вот густо-густо нужно это все зафиксировать. И потом, как мы с вами это обычно делаем, просто вот в этом месте прошить сеточку такую же, как и на всем платье. Вот, потом прошить сеточку. Итак, фиксируем. Процесс длительный, поэтому весь я вам его показывать не буду. И вот после того, как у вас полностью вот так вот закрепили и низ платья, и кайму булавочками на планшете, начинаем шить сеточку, так же, как мы это делали на всем платье. Вот зашиваем вот этот вот участочек обычной сеточкой. Итак, сеточку мы вот здесь вот закончили, отшили на этом участке. Теперь снимаем все наши булавочки и снимаем наше изделие с планшета. Просто откалываем все. Ну и откололи, и теперь снимаем с планшета нашу получившуюся работу. И вот смотрите, теперь у нас вот такой вот низ платья получился, удлиненный буквально вот на 3 пальца. Вот такая вот каемочка нашего платья. Ну и что я вам еще хочу сказать? Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь начинать, не бойтесь ошибаться, не бойтесь изменять свои планы, потому что в любом случае все, что вы делаете, это будет уникальная, вами созданная, удивительная вещь. Желаю вам творческих успехов, всего доброго, до свидания.